Добрый день, дорогие друзья! Вчера создал новый аккаунт на AliExpress и сразу сделал 10 заказов. И как мы видим, первый заказ с промокодом новичка уже отправлен, а остальные 10 заказов в статусе ожидания отправки. Сейчас мы будем создавать новую почту, регистрировать новый аккаунт на AliExpress и сделаем первый заказ с применением промокода новичка. Но перед этим надо обязательно открепить свою банковскую карту от старого аккаунта AliExpress. И более ничего в старом аккаунте трогать не стоит. Открепить свою банковскую карту от старого аккаунта стало очень удобно через приложение AliExpress. Для этого в приложении AliExpress переходим в мой профиль и в разделе сервисов входим в кошелек. Далее мои банковские карты, и именно на данной странице хранится сохраненная банковская карта. Надо обязательно ее открепить, чтобы можно было воспользоваться картой уже в новом аккаунте AliExpress. Также напоминаю, что еще работает наш промокод для новых пользователей AliExpress PERF10. Данный промокод дает скидку в 250 рублей при заказе от 320 рублей. Правильное написание данного промокода оставлю в описании. И если дата или промокод изменится, исправлю в описании. Также существует аналог данного промокода специально для Украины и Европы, который дает скидку в $4 при сумме заказа от $5. Правильное написание также в описании. Еще больше купонов и промокодов у меня в телеграм-канале, в котором делюсь со всеми купонами и промокодами. Рекомендую каждому подписаться. Ссылку оставил в описании под роликом. Ну а мы приступаем к созданию аккаунта AliExpress, в котором и сделаем свой первый заказ. Друзья, нужно каждому создать новый аккаунт на AliExpress, ведь аккаунт, созданный пару недель назад, может уже не работать. Первоначально нам требуется скачать браузер Opera со встроенным VPN протоколом. Ссылку на данную страницу Opera оставлю в описании под роликом. После установки браузера на компьютер надо обязательно перейти в настройки. Далее нажимаем «Расширить в настройках» и включаем VPN протокол. Но у кого уже был ранее установлен данный браузер Opera, то надо обязательно перейти в настройки и стереть данные о работе браузера. Опять-таки переходим в настройки. Мы видим графу «Данные о работе в браузере», нажимаем «Очистить». И мы видим, что выставлен временной диапазон за все время, и нажимаем «Удалить данные». И на этом подготовка нашего браузера завершена. Далее переходим к созданию почты. Переходим на данную страницу регистрации почты, ссылку на страницу также оставил в описании. Вводим имя и фамилию. Далее выставляем дату рождения. И придумываем имя аккаунту или mail нам подскажет свободные ящики. Далее придумываем пароль. Повторяем данный пароль еще раз. Далее вводим номер нашего мобильного телефона. Естественно, не забываем выбрать пол и нажимаем кнопку «Создать». На данный момент нам на номер телефона, который мы ввели, поступит звонок, и надо будет вписать 6 последних цифр данного номера телефона. И вот нам поступил звонок на телефон, и мы ввели 6 последних цифр с данного номера телефона, который нам поступил. Нажимаем «Продолжить». И вот наша почта создана, и теперь переходим на сайт AliExpress для регистрации нашего аккаунта. Нажимаем «Регистрация». Далее «Зарегистрироваться по e-mail». И теперь в данную графу вводим свой новосозданный почтовый ящик, и можно ввести тот же пароль, который вводили для создания почты. И далее сдвигаем ползунок вправо до упора. И нажимаем «Создать мою учетную запись». AliExpress заметил необычную активность нашего профиля и поэтому просит подтвердить номер нашего телефона, который мы сейчас будем вводить. В этом нет ничего страшного. Проводим ползунок направо до упора. Вводим буквы. Нажимаем «Проверить сейчас». Выбираем Россию. Вводим номер телефона и нажимаем «Подтвердить». Также прикреплялись одинаковые номера телефонов к 2-3 аккаунтам AliExpress, и заказы также хорошо отправлялись. На данный момент должно прийти смс с кодом для подтверждения, который мы сейчас будем вводить. Нажимаем «Получить проверочный код». Вводим 6-значный код и нажимаем кнопку «Подтвердить». Наш аккаунт успешно открыт. И вот мы вошли в свой свежесозданный аккаунт на AliExpress. Друзья, также если заказывать через приложение AliExpress, надо обязательно очистить кэш телефона плюс кэш самого приложения AliExpress. А также перед заказом обязательно надо отключить геолокацию в настройках телефона. Без отключения геолокации заказывать будет невозможно. Для отключения геолокации в телефонах на iOS надо перейти в настройки, далее перейти в раздел «Конфиденциальность», служба геолокацию и отключаем их. А также можно отключить отдельно только для приложения AliExpress. Ну а теперь переходим к заполнению нашего адреса доставки. На данный момент мой адрес доставки заполнен именно так, и все написано на русском языке, кроме написания города. В графе фамилия, имя, отчество написано полностью на русском языке, и самое главное, это графа улица, в которой написано название моей улицы, Луговая, через пробел номер моего дома 66. Как мы видим, все написано через пробелы. Это очень важно, ведь не поставленный пробел между буквой и цифрой в большинстве случаев спровоцирует закрытие нашего заказа. Далее указан мой настоящий крымский индекс, очень интересно. Написано слово «отделение» на русском языке, далее пробел, далее цифра 2, далее через пробел 2 буквы и Н, далее через пробел 9, далее через пробел ДЕ и опять-таки через пробел 9, и получается мой настоящий крымский индекс 299 814, и между ими написано слово «индекс» и еще раз «индекс». И далее в конце опять-таки через пробел написан мой настоящий крымский город. Написание данного крымского города также очень важно, так как из-за явно написанного крымского города много заказов закрывается. Надо максимально изменить написание своего крымского города так, чтобы AliExpress не понял, что это крымский город и не закрыл заказ. В комментариях под данным роликом можно спросить рабочее написание своего города, ведь уже кто-то заказывает с AliExpress в Крым с написанием именно вашего города. Не стесняйтесь, задавайте вопросы в комментариях. И не забывайте, естественно, пожалуйста, ставить лайки под нашими роликами и подписывайтесь на канал. Далее, как мы видим, написано Краснодарский край.
Далее в графе «Город» можно указать любой город, но сейчас выбираю Краснодарский край. И далее в графе почтового индекса вписываем свой настоящий крымский индекс, но первую цифру изменяем на единицу. Мой настоящий крымский индекс 299 814, и именно поэтому в данной графе написал 199 814. Но очень важно, чтобы данного индекса в России не существовало, поэтому это проверяем через сайт Почты России. И на данной странице вписываем свой индекс через единицу. И данные города, выпадающие в списке, означают, что данный индекс в России не существует. И его можно использовать, ссылку на данную страницу проверки индекса оставлю также в описании под роликом. Но, друзья, если найдется ваш индекс, то единицу можно изменить на тройку, четверку и так далее. Главное, чтобы в России данный индекс не существовал. Далее в информации для таможни стало обязательным заполнение фамилии, имя и отчества на русском языке с заглавными буквами, так как написано у нас в паспорте. А все остальное можно не заполнять, ведь данная информация нужна только для некоторых платных служб доставки для быстрого прохождения посылки на таможню. Ну а если данная информация для заказа понадобится, то оплата не пройдет, пока мы не заполним ее. Друзья, данное заполнение адреса доставки с AliExpress в Крым будет постоянно меняться, и именно поэтому в дальнейшем буду создавать дополнительные ролики с дополнением, в которых буду рассказывать про изменения в данном заполнении адреса доставки. И все такие актуальные ролики с дополнением для заказа с AliExpress в Крым буду добавлять в данный плейлист для Крыма. Ссылку на данный плейлист оставлю в описании. Ну и за такую находчивость поставьте, пожалуйста, лайк под данным роликом. Ну а мы переходим к фактической оплате заказа в нашем аккаунте. Для этого переходим на AliExpress через кэшбэк-сервис, чтобы вернуть проценты от нашей оплаты. Кэшбэк-сервисы — это сервисы, которые договариваются с магазинами о том, что будут приводить клиентов, и за это получают свои проценты. И именно этими процентами кэшбэк-сервисе и делятся с приведенными клиентами, то есть с нами. Рекомендую зарегистрироваться на данном сервисе, ссылку оставил в описании под роликом, и обязательно нужно активировать свой кэшбэк-аккаунт путем подтверждения своей электронной почты. А теперь для получения кэшбэка нам надо просто с данного сервиса перейти на AliExpress. Находим сайт AliExpress и нажимаем на него. Далее нажимаем «Перейти в магазин», и через 3 секунды нас перекинет на сайт AliExpress, и далее мы будем заказывать на AliExpress, как и обычно. И после заказа наш кэшбэк появится сперва в данной графе режима ожидания, и далее перейдет в данную графу подтвержденного кэшбэка, который сможем вывести любым удобным для нас способом на карту, онлайн-кошелек или счет мобильного телефона. Ссылку на данный кэшбэк-сервис оставил в описании, рекомендую пользоваться. Ну а теперь мы полностью готовы оплатить заказ с применением нашего промокода новичка. Очень приглянулся данный MP3 плеер за 321 рубль, давайте закажем его. Нажимаем «Купить сейчас». Далее вводим наш промокод новичка, PERV10. И нажимаем «Применить». И теперь AliExpress оплатит 250 рублей с нашего заказа, и фактически оплаченная сумма для нас это 71 рубль и 77 копеек. Далее можно оплатить любым удобным способом оплаты, но стоит учитывать, что если применять данный промокод новичка, то надо придерживаться правил новых пользователей. О том, что такое не новый пользователь, можно посмотреть, поставив на паузу. Ну а мы вводим платежные данные и нажимаем «Оформить заказ». Как мы видим, оплата прошла успешно, ну а теперь давайте рассмотрим самые частые ошибки, которые возникают при заказе с AliExpress в Крым. Ошибка 029 на данный момент это в основном означает, что в адресе доставки AliExpress распознал у нас крымские данные. В основном это бывает наше написание города, которое нам надо просто немного больше исказить написание, чтобы AliExpress не понял, что это написание крымского города. Данная ошибка 34 означает, что мы забыли включить VPN протокол или забыли отключить геолокацию в настройках своего телефона. Но также это может означать, что в адресе доставки указаны запрещенные символы или крымские данные. Ошибка 053 означает, что мы применили к данному заказу промокод, но воспользовались данными, с которыми ранее уже применяли данный промокод новичка в другом аккаунте, или воспользовались картой, которые ранее уже оплачивали заказы на сайте AliExpress. Также бывает ошибка оплаты без номера, это означает, что в адресе доставки присутствуют запрещенные символы, знаки или слова, ну а также возможно крымские данные. Друзья, если после оплаты заказа на AliExpress заказ закроется, не стоит переживать, ведь AliExpress официально возвращает деньги в течение 3-20 рабочих дней, автоматически на тот счет, с которого оплачивали заказ. Но на практике AliExpress переводит деньги в течение 3-8 рабочих дней. Не пожалейте и поставьте, пожалуйста, лайк под роликом, подписывайтесь на канал и обязательно жмите на колокольчик, чтобы не пропустить следующий ролик. Всем спасибо за просмотр, всем пока.